Что, мой новый домик прошел испытание дождей. Почти всю ночь лил дождь. И сейчас, вот когда я пришла, в дождь поставила, да. И удобно было ставить то, что я могла поставить верхний тент сначала, а потом сухую палатку внутри. Короче, пока мне палатка вообще всем нравится. Посмотрим, как она дальше себя покажет. В такую погоду вода кажется прям теплой. Так и манит. Время спать, а я не ела. Шучу, уже время почти 7 вечера. Я тут припухла после купания, так замерзла. Вот самое такое, что не так холодно купаться, как потом я очень долго не могу отойти. Я очень долго согреваюсь. Закуталась тут в спальник, лежала, тряслась вся. Ну вот, наконец, согрелась. Время почти 7. Я собралась кушать, уже все заварила. Вот. И уже прям проголодалась сильно. Сейчас с удовольствием поем. Кстати, у палатки прикольно. Вот окно проветривания можно вот прям отсюда из палатки закрыть, открыть. Это очень удобно. Вот у моей старой палатки так нельзя было сделать. А тут вот холодно стало. Раз. Так вот, оп. И вот так, оп. А нет, вот сюда перепутала. Оп. И оп. И все, ничего не дует. Я еще, чтобы картошечка была пожирнее, туда маслица вылила из тунца. Ну и куда-то же его надо девать, а то медведи тут всякие ходят. Ой, как хорошо, когда замерзнешь. Сейчас как наемся. Обеды у меня не предусмотрены, только перекусы. Поэтому, конечно, успеваешь проголодаться, перекусами сыт не будешь. Но, в принципе, мне хватает надолго. Кстати, я потом эти пакетики использую под мусор. Очень много туда можно утрамбовать, очень удобно. А потом это все можно сжечь, и даже этот пакет. Да что ты будешь делать? Зацепилась. Вот так и повешу, да? В общем, вот так я иду, убрала. Веревку я снять не могу. Она там сильно жестко зацепилась. Блин, если я ее не сниму, она мне нужна же будет. Небо черное, вон там розовое. Черно с розовым смешано. 9 вечера, все. Надо спать. Главное, перцем палатку вокруг посыпала. И теперь не знаю, добуду ли я веревку. Ну ладно, завтра буду решать этот вопрос. Если что, придется обрезать и часть забрать только. Конечно, если она мне нужна будет где-то на категорийных каких-то перевалах, то я осталась без веревки. Такие дела. Ну, так бывает, так случается. Что поделать. Все, всем спокойной ночи, до утра. Время почти 10 часов. Вот где-то в той стороне какие-то звуки были. То ли деревья валятся, то ли крупный зверь ходит. Бахну-ка я сейчас петарду. Всякий пожарный. Такая уже темень, палатка моя. Холодно. Надо уходить.
Так громко. Такое ощущение, что сейчас камни посыпятся со скал. Дым пошел. Дым — это хорошо. Доброе утро, земля. Время еще 8 нет. Я уже вылезла. Такая тишина, хорошо. Ночь отлично прошла, особенно после того, как я вчера бахнула петарду. Наступила гробовая тишина абсолютно везде. Даже перестала слышно те голоса, которые обычно слышишь в одиночных походах, про которые я рассказывала уже в одном своем фильме. Вот. Перестали ходить медведи и даже летать птицы. Наступила гробовая тишина. Пока что погода многообещающая, но в Ергаках может все в несколько секунд измениться, так как такие облака тучистые ходят, такие немного слегка серые. Дождь все равно может быть, но я, конечно же, надеюсь на лучшее. Сегодня надела курточку и штаны, потому что погода пасмурная, прохладно, но вроде, надеюсь, дождя сегодня не будет. Я иду вон оттуда. Тут вот такая речка протекает. Извилистая. А вот это все, это болото. Главное туда не зайти. Надо обходить его вот так вот, прям прижиматься к речке и вот так обходить. И туда. Здесь тоже завалы такие. Видно, что тут не ходят. У меня на пути снова море курумника. Этот курумник нехоженный, здесь аккуратно надо. Тут много живых камней. Как так? Посреди тайги вот такие реки курумника, прям как будто текли. Ну, возможно, они и так текли, это же застывшая лава. Я уже курточку там в лесу сняла. Ой, потому что передвигаться все же жарко в курточке. Хоть и ветер прохладный. Комары заедают. Все нормально, как и должно быть в тайге. Такой лес. Мшистые камни. По ним надо аккуратно ходить, тем более, что были дожди. И вот этот мох, который на них, он очень скользкий. И между камней можно провалиться. Поэтому лучше медленно шагать по просторам. И ни в какие дыры не проваливаться. Небольшой привал в таком местечке. Да, дико тут, конечно. Уже медвежьи Г видела. И оленьи тоже. Такая коряга прикольная. Какой гриб огромный. Никто его здесь не ест, никому он не нужен. Даже мне. Дикий лес, куда я забрела. Тут постоянно с картой надо сверяться, иначе можно зарулить не туда. Вышла я к реке, ее надо перебродить. Здесь, наверное, придется разуваться. И так бродить. Там, блин, течение такое. Сейчас поищу, где получше перейти.
Перебродила я реку. Это было что-то. Ой. Течение в одном месте там сильное, но в принципе можно пройти. Я с собой трекинговую палку даже брала, но я еще ни разу ей не воспользовалась. Вот не привыкла я ими пользоваться, и в принципе я и без них неплохо обхожусь. Но на всякий случай взяла, думаю, дикие места, все такое, мало ли. Вдруг где нужна будет. Вдруг сильнее будет брод. Поднимаюсь в гору по рододендрону. Прости меня, топчу тебя. Ой, блин. Фух. От реки главное отходить аккуратно. Там же камни, ямы, дыры с водой. Скользко все, вот аккуратно надо. А потом отходишь, уже вроде как получше обстановка. Опа. Шишечка смоленистая. Возьму-ка с собой. Такая красота открывается сверху. Обалдеть. Какие дикие места классные. Поднимаюсь в гору сейчас постоянно. Иду уже намеченно к перевалу Метугул-Тайга. Вышла на небольшую тропку. Мне говорили, что до самого перевала небольшая тропка есть, что редко, но ходят. Она такая. Но дальше уже там только единицы бывают. Прям единицы. Такой вид. Пихта, пихта, пихта. Тут пихта, конечно, корявенькая, но, по крайней мере, живая. Ну, конечно, не вся, но мертвой мало пихты. В основном живая, это радует. Я, как всегда, на мшистом камне. Здорово так вообще садиться на такие камни. Как раз как стульчик, они еще мягкие такие. Ну, когда, конечно, если дождя нет, то классно. Мишанин хлоп дело. Норку разорил. Сколько шишек. Выщелкали кедровки. Да бурундуки. И вон там еще. Почему-то именно здесь валяются все выщелканы. Наконец-то вышла на открытое пространство. Стало видно горы. А то иду, все тайга, тайга, причем такая густая довольно, ничего не видно. Думаю, когда же я уже на виды выйду. И вот, наконец-то. Я думала, мне куда-то туда, а на карте показывает, что куда-то в ту сторону. И я поняла, что под перевалом я точно не встану. Ух ты, как красиво. Обалденный вид вот там вообще. Потому что воды здесь нигде нет. И я чувствую, что я еще долго буду без воды. Потому что вода только за перевалом. Придется растягивать воду. У меня одна бутылка, я ее вот всю дорогу экономлю. Еще ни разу не попила, хотя очень пить хочу. Но буду экономить. Бутылка воды, а еще до перевала шагать дофига. И еще перевал перевалить надо. И только там внизу до озера какого-нибудь дойти. Такие дела. Такие виды шикарные сзади. Вообще обалдеть.
Только, говорю, воды не будет. На карте вообще нет. И вот чуть-чуть водичка из-под земли течет. Сейчас остановлюсь, попью и наберу воды. Тут под листьями камни везде, ямы. И вот вода течет, оказывается. Это мне капец как повезло, что я на такой маленький ручеек вышла случайно. Немного курумника и снова в тайгу. Ой. До перевала еще далековато, хоть и кажется, что близко. Вот это дерево эффектно так смотрится. Хоть и мертвая долина такая какая-то, знаете, ужасов. Любимая ты моя карликовая березка. Ее здесь дофига. Виды позади меня. Просто огонь. Так и хочется залипнуть и смотреть долго-долго туда. Ну нет, мне надо ломить. Потому что я в этих местах первый раз. Я не знаю, что меня ждет. А время уже 2 час. И непонятно, когда я дойду до места стоянки. А я хочу перевалить перевал и там где-нибудь у воды встать. Кажется, что до перевала рукой подать. А еще 1,5 километра и плюс подъем и спуск. Ну, прилично. С такими шикарными видами приятно отдыхать. Сидишь, любуешься, смотришь. И озеро даже заприметила. Теперь его отсюда видно. Потому что я же наверх все время поднимаюсь. Вот практически от озера все время вверх. Вверх, вверх, вверх. И вот пока на перевал не поднимусь, это все будет подъем. Прямо от самого озера. Кстати, вот это привычные всем иргаки вдалеке. Вот посередине это зуб дракона торчит. Его, по-моему, со всех сторон видно. Вот с любой точки. Панорама классная, конечно. Я должна круг сделать. Я должна перевал подняться, и там за ним, там еще один перевал кедровый будет. И вот такой круг, там где-то, в диких местах. И куда-то вот недалеко от Буйбинского выйду, где-то вот в этой стороне. Но к нему я не знаю, пойду или нет, это видно будет. Ну, туда куда-то, короче, потом пойду. В привычные уже иргаки потом. У меня очередной привал. Очень быстрый. Прям есть охота. Уже обед. Но я решила, мне надо подняться. Перевал. Не люблю перед перевалами есть.
Вот поднимусь и там перекушу где-нибудь наверху. А я вот там озеро обнаружила маленькое. По-моему, его даже на карте нет. О, какое. Надо же, среди курумника вот так образовалось. Представляете, тут еще вода есть. Это ж круто. Потому что ты такой поднимаешься. И кажется, ну откуда тут в воде взяться? И вот здесь вода. Ой, как же классно, когда можно напиться и снова набрать воды. Она вот там из-под земли вытекает, поэтому точно нормально. Класс. Ой, холодненькая такая. О, хорошо. Ой, хорошо в деревне летом. Лишь бы не было дождя. Чья-то лёжка. Косули или морала. Видите, трава примята. Или валялся тут, наверное. Отдыхал. Ура! Я поднялась. У-ху-ху. Теперь бы еще понять, где спускаться. О, вот это виды. Обалдеть. Непонятно, правда, где спускаться реально. Все тут везде как-то круто. Сейчас без рюкзака буду бегать искать. А может даже и здесь спуск. Но непонятно, что там внизу-то. Да уж. Вообще вот такое ощущение, что где-то вот там как будто можно. По крайней мере внизу нормально выглядит. А может вот так по зеленке и туда. Короче, сейчас буду искать спуск. Блин, круто. Какие дикие места, вообще не тронутые. Обалдеть. Красотина какая. Еще облака такие прям шикарные. Сейчас сначала перекушу, потому что капец как я есть хочу. И буду бегать, искать, где тут спускаться. Я тут прям на обрыве располагаюсь. О. Удобно, что, как стульчик. Ой. Водичка. У меня грецкий орех, манго, печенюшки и конфетки. Это весь мой обед. Кстати, я вот сижу тут, обедаю, смотрю и все думаю, где спускаться. И знаете, что подумала? Наверное, надо подняться вон туда. Блин, так неохота в гору идти опять. А просто там спускаться-то, ну, выглядит, по крайней мере, проще. Типа там нормальный спуск такой. Зеленка, конечно, там наверняка камни под зеленкой, вот эти вот противные, скользкие. Это отсюда кажется, что все так ровно. Сидишь, так смотришь на вот эту бесконечность. И просто тишина. Только там кузнечики стрекочут, птички где-то почирикают, мухи какие-то летают там. А так вообще никаких голосов, ни людей, никого. И как-то странно от того, что вроде это иргаки, а вроде как и нет. Потому что, ну, это не похоже на иргаки. Непривычные иргаки. Вот. Такие иргаки, я думаю, никто еще не показывал вам. Я сама-то первый раз здесь. Надеюсь, у меня все получится пройти этот круг огромный по этим дичайшим местам. Какие громадины. Главное, именно с этой стороны. Такие огромные.
с этой стороны уже все по-другому выглядит. Ну да, где бы я там спускалась, непонятно. Там как-то опасно выглядит все. В общем, я немного вверха не дошла. Там слишком много обходить. А потом все равно вниз. И по вот этим курумам. Я решила чуть ниже. Не знаю даже как показать. Попробовать аккуратно, потихоньку вот так вот срезать туда. А потом уже вот так спускаться. Сыпуха, капец. Блин. Жесть. Мне надо как-то вот сюда. Или вот сюда. Вот туда. Я сейчас вот здесь кое-как рюкзак спустила. Тут вообще, тут наклон сильный получается. С рюкзаком не спрыгнешь. Пришлось его наискосок вот тут как-то оставлять и штатив. Вот, потом сама слезла еле-еле. И как, я не знаю, как я сняла рюкзак на себе, на спину прям. Тут прям сильно резкий спуск. Все-таки на камере не передает ничего. В общем, я прошла. Блин, откуда я прошла-то? Я уже сама забыла, где я там спустилась. В общем, как-то по вот этим вот здесь вот эта сыпучка вся, она прям сыпется, камни эти все. Река. Ну, тут еще вот такой вот спуск резкий. Вот. И вышла вот сюда. Блин, издалека кажется, что так просто, когда все ближе. Оказывается, тут курум такой, знаете, большой. Конечно, спуски свои я снять не смогу. Это очень опасно. Даже опасно, что у меня штатив-то в руке, но мне его деть реально некуда. Его так сложно к рюкзаку цеплять. Еще тем более, что мне каремат пришлось прицепить. Вот и приходится с ним в руке тащиться по этой сыпухе. Ну, я верю, что я смогу, я все могу. Я всегда все могу. Все будет хорошо. Ну, вот так выглядит с этой стороны все. Все равно курум, мурум. Кажется, озеро близко. На самом деле далеко. Ой, представляете, какой цирк тут. Офигеть. А я еще где-то вон там собиралась спускаться, да ну нафиг. Убилась бы. Хорошая мне идея пришла сюда пойти. Сейчас только по куруму надо пропрыгать как-то туда. Ура! Я прошла этот дикий, шаткий курум. Самый крупный. Значит, тут крошка. Когда сухо, по крошке более-менее. Ну и тут еще немного курума, но он такой смешанный с зеленкой. Нормально. Я молодец. Я прошла этот курум. Теперь главное к озеру добраться. Но я еще не знаю, я, наверное, не у него буду стоять. Может, дальше пройду, посмотрю. Я почти спустилась к озеру. Но я не у него встану. Второе просто не видно сейчас отсюда. Надо вот так обойти и возле второго где-нибудь там стану. Ух ты, сколько снега еще. И озеро маленькое. Я тут заползла, блин, в курум, в кусты. Из-за кустов его не видно было. Иду теперь, ноги ломаю. Вообще капец. Все в кустах эти камни и дыры эти. Надо как-то выползать отсюда. Сколько дикого лука. Он цветет. Так красиво. Прям грядка. Здорово. Вот и второе озеро. Вот я хочу где-то тут встать. Не знаю еще где, с какой стороны. Буду искать. Сейчас еще к нему дойти надо. Это кажется, что рядом. Тут рододендрон, карликовая березка везде. И вот там я вижу заросли. Там, может, болотисто. В общем, надо место найти. И вставать уже. Что-то я подустала. Ого, вот это я не ожидала. Это еще спуститься к озеру надо. Тут круто. А что-то не думала, что тут так круто. Сверху смотришь, они, кажется, рядом озера. И не видно, что тут еще спуски какие-то есть. Ой, да, до него еще дойти надо. Какое отражение. Просто вообще нереальная красота. Сыпуха. Ну ничего, нормально идется. Скоро сыплюсь вниз. Видно тут следы животных крупных.
Копыта видела, может даже медведь. Он тоже здесь спускался. Спускались, даже несколько следов было. Перехожу небольшой брод. Такая речушка. Местность прям очень классная, мне нравится. Ходить, конечно, тяжело. Ну, не настолько, знаете, как перевалы ломить, например. Можно. Прикольно. Приходится, чтобы к озеру обойти, вот это вот так вот все обходить, озеро там. А там не пройдешь, там яма огромная, вода везде. Приходится кругом обходить. С этой стороны озера, походу, не встанешь. Болотисто. Придется сейчас, опять все кругом обходить. Может, там где-то на той стороне или в лесочке там. Озеро-то, кстати, вообще не глубокое. Абсолютно. Но кристально чистое. Помыться можно. Просто от пота ополоснуться можно. А это, думала, тут искупаться нормально, но нет, тут только обмыться можно. Вроде большое, но очень мелкое. А я, в общем, вот здесь нашла место. Больше не знаю уже где. Но сейчас еще поднимусь наверх, посмотрю там. Может, там получше что есть. Потому что здесь прям болотисто. Но можно встать. У меня футпринт, в принципе. Ну, мокро немного, но терпимо. Зато вот с видом таким шикарным. Сгоняла в этот лес. Нет, там, конечно, прикольно. Там везде рододендрона много. Там негде палатку ставить. Лучше на рододендроне стоять. Короче, здесь оптимально самое. И вид, и место. Ну, немножко влажное. Ничего страшного. Оно ж не прям мокрое, не болото. Кстати, на протяжении всех дней одолевает гнус. То мелкая мошка, то совсем мелкая, то комары, то побольше мухи. Ну, короче, хватает всех постоянно. Особенно возле водоемов вообще. И слепни тоже кусают. Но тут, кстати, сейчас нет. А вот там шла, как привязались ко мне, потом отвязались. Ой, я вся в этих, знаешь, когда идешь по диким местам, ветки задеваешь у деревьев и сыпется за шиворот всякая шелуха. Надо палатку ставить и пойти обмыться. А от пота, от этой всей шелухи, ой, вообще я такая довольная, что я сюда пришла, что я вот в этом диком месте нахожусь. Я даже не могу вообще поверить, что это я сама. Блин. Там еще, конечно, столько впереди всего. Надеюсь, я там пройду. Все хорошо. Будет все хорошо. Будет губам от любви горячо. Все хорошо. Будет все хорошо. На самом деле жарко. А я надела курточку, потому что жрут. Эх, шарик, я, как и ты, был на цепи. Потом сорвался, убежал. И так свободу я познал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай. Лай-лай-лай-лай-лай-лай. Вставай, палаточка моя. Мишани! Разбежались все. Сегодня здесь Алина будет спать. Нефиг тут делать. Всем понятно, медведям? Ну вот, растянула я палаточку, поставила. Вот так вот классно вообще-то она смотрится. Такая желтая, яркая. На фоне всего этого колорита. Просто шик. 5 звезд. Пошла я за водой. Главное потом не потерять свою палатку. Да я шучу. Вряд ли я ее потеряю. Ну, если только медведь раззовит. Надеюсь, такого не будет. Блин, мошка задолбала мелкая. В глаза прям летит.
По-моему, меня в глаз мошка укусила, поэтому не удивляйтесь, если я завтра встану с таким глазом. Просто капец. А, кстати, почему я за водой-то пошла? Потому что озеро стоячее и не глубокое, а хоть и дикое. Конечно, я уверена, что тут можно воду пить. Но лучше все-таки набрать там на речке, где я проходила. А за водой прилично приходится переть. Вон она, моя палаточка, стоит. Одинокая такая. Даже не верится, что вообще люди могут стоять в таком диком месте. А я еще не дошла. Мне перевалить надо где-то там. Внизу была вода. Оп, оп, оп! Мишаня! Короче, кто-то там крупно бежал. А я из-за кустов, ну, эти из-за деревьев и не видела. А пока вышла, уже убежал туда наверх. А я, блин, такая молодец. Блин, грызут. Я совершила большую ошибку. Блин, как тут пройти-то? Я не взяла ни сигнал охотника, блин, ничего не взяла с собой. Это я, конечно, молодец. В кавычках. Во-первых, вдруг мне встретится. А во-вторых, а вдруг я приду к палатке, а там медведь, блин. А у меня вся защита возле палатки лежит. Просто молодец, Алина. Вообще. Ну, походу, комары этого не понимают, что я гость. Вы чё, гостя надо угощать, а не жрать. А вы что-то перепутали, по-моему, товарищи. Только про медведя говорила, и вот, пожалуйста, Мишаня нога. А благо не съезжайшая. Я думаю, кто тут тропочку протоптал? Это Мишаня, что ли? А я тут очки еще лук собираю. Дикий. Тут вот его полно. А чё? Вечерком сейчас. Да, лучка на ужин. Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Палатка на месте, никто не разорил. Алину никто пока не съел. А вот так приходит понимание, как Алина снимает. В одной руке все держит, а другой снимает. Ой, там даже бабочка сидит. Ха-ха. Бабочка сидит. Хорошо. Хорошо живет на свете винничку. От того поет он эти песни вслух. Как же сразу стало хорошо. Вообще, еще бы не грызли эти кровососы, блин. Надо сейчас одеваться срочно. Не хочется, но надо. Что-то небо прям жестко затянуло все. Прям все черно стало. Время без 27. Такая обстановочка.
Какие сочетания красок мне нравятся. Желтый, розовый. Я вот розовый не люблю, но мне так ничего, да? Мелкий дождь пошел. Вот на воде видно, как капает. Все-таки чуйка у меня какая. Я ж думала сегодня подальше пойти и встать там. Дальше еще озера есть. Не прямо у ближайшего. Не под перевалом, а чуть пройти. А потом думаю, не, уже и время много, и устала, и солнце что-то жарит. И, короче, решила у этого озера встать. Вот какая молодец. Я все как раз сделала. И помылась, и все разложила. И дождик пошел. Пусть даже мелкий, но все равно. А может он разойдется. А если бы я дальше пошла, я бы это все не успела сделать. Было бы неприятно. Кстати, так удобно, что здесь вот расстегивается, и можно в рюкзак залезть. Я уже не раз этим пользовалась. Просто беру его вот так сюда, затягиваю. И вот этот каремат, кусочек, помните, я взяла на стоянке. И он мне сейчас выручает, и я рюкзак на него кладу, на этот кусочек. Тут же болотисто, как раз прям под рюкзак. Класс. Вот мне нравится тамбур, вообще вместительный. Тут все просто у меня стоит. Не знаю, как она себя дальше будет показывать. Это покажет время. И вы об этом тоже будете знать. Потому что я же буду с ней ходить и буду про нее рассказывать. Вот. Ой, так хорошо вообще, когда пройдешь такой маршрут, довольно непростой. Просто завалиться и полежать. Подождать, пока заварится еда. Ну, куда ты летишь, комар? Так, у меня сублимированный рис с рыбой и овощами. И майонезика туда добавила. Лучок. Китайское соевое мясо крабовое. Ну и там я чай заварила. И что-нибудь вкусняшки какие-то с чаем попью. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Как же к вечеру проголодаешься. Китайцы, блин, как что придумают. Я вообще крабов не ем. Вот это соевое мясо, оно у них одинаковое. Что крабовое, что рыбное, что любое, короче. Оно все одинаковое. Поэтому оно вообще на крабов не похоже. Мне просто нравится. Приправы вкусные. Дождик идет небольшой. Время почти 8 часов. Ну пусть пройдет. Пусть пройдет, лишь бы завтра не было. Привязала вот так еду. Больше я никак не придумала. Конечно, лучше, когда на весу висит. Но я сейчас еще перцем посыплю. И думаю, отпадет охота у кого-либо. Опа. У кого-либо хавать мою еду. Ой-ой-ой. И вот моя палаточка внизу. То есть, не слишком далеко. Нормально. 50 метров есть, как полагается. Сейчас перцем вот посыплю и нормально. Ай, кусают, блин. Все, я пошла. Ну, еда моя, не пропади. Ой. Дождик усиливается. Перец. Медведи, кстати, его не любят, поэтому я и посыпаю. Вообще, думаю, животные никакие не любят перец. Приличный уже. Все, надо в палатку прятаться. Может, сейчас сильнее пойдет. Зарядит на полночи. Погрохотало, дождь прошел. Тучи ушли туда. Я вышла зубы почистить, да мазью ногу помазать. Руки надо помыть после нее. Стало так хорошо, комары только кусают, а так нормально все. И смотрите, какой островок на камне. Прям на воде камень.
Это ж надо так. И на нем столько всего выросло. Прикольно. И вон там еще один такой. Как же все-таки я вовремя все сделала. Всему свое время, как говорится. Все, я уже приготовилась ко сну, но еще полежу. Мне надо камеру зарядить. А когда я заряжаю, я просматриваю все, что сняла за день. Работаю, так сказать. И удаляю лишнее, чтобы освобождать память. Вот, все. Всем спокойной ночи. До утра. Еще перед выходом, перед сном выйду, петарду бахну. Короче, поднялся прям сильный ветер. И начался дождь. Но пока не сильный, но чувствую, будет сильнее. Ну вот и испытаем палаточку. Сильный ветер и дождь. Я уже в спальник залезла. Сначала было молния. Сначала было нормально, а сейчас уже все похолодало. Прохладно стало. Офигеть, как грохочет. Красота. О, нормально все. О, ничего там поливает. Обалдеть. Ничего себе. Все черным-черно. Оба. Вот это я засняла. Вот это погода. Очуметь. Очуметь. Я не знаю, надеюсь, меня видно, потому что я не селфи снимаю, а в общем я себя не вижу. Вот. Я, представляете, первый раз в жизни забыла фонарь. А может не забыла, но я его нигде найти не могу, короче. Я без фонаря. А сейчас фонарь у меня с камеры светит. Вот. В общем, я тут веселюсь как могу. Просматриваю материал и заодно слушаю вот этот грохот. Молнии, вот это просто жесть. Надеюсь, это скоро прекратится все-таки. Не хотелось бы, чтобы это затянулось. Ну, как бы не потому, что мне страшно или что-то. На самом деле нет. Страха нет. А я вообще люблю грозу. Особенно, когда в тепле, в палаточке себе лежишь. Вот. Просто потом утром-то будет плохо, все будет мокрое. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы поскорее прошел, и к утру все просохнуть успело. В общем, это надо видеть. Вышла из палатки по нужде. И вот. Ничего не видно вообще. Это все туман. С мелким-мелким дождем. И вот моя палатка в тумане. Даже мою еду не видать, ничего не видать. И тут, короче, дождь прошел. И все вообще. Лужа. Я стою в луже. Но в принципе тут лужа, а там нормально. Где именно палатка, там чуть повыше. Ой, холодно. Сразу похолодало. Вообще, я как ежик в тумане, блин. Просто моя палатка в тумане стоит. В полнейшем. Ничего не видать. Вот камень еле-еле видно. Чуть-чуть отхожу, и уже даже палатку почти не видно. Офигеть. А я хочу сигнал охотника стрельнуть. Боюсь, блин. Я его боюсь. Мамочка, страшно. Блин, аж у меня в ушах зазвенело. Елки, как же он громко все-таки хлопает. Аж оглушило меня.